данном видео представляю вам обзор сборной модели вертолета Ми-8 МТВ-2 от компании ARC Models, артикул номер 72037. Модель выполнена в 72 масштабе и имеет габариты 188 мм в ширину и 127 мм в длину. Вертолет упакован в картонную коробку с фотографиями реального прототипа. Также на боковиках коробки представлена некоторая информация по модели. Давайте взглянем на ее содержимое. Внутри мы видим инструкцию, литники, упакованные в пластиковые пакеты. Надо отметить, что данная модель является перепаковкой компании Hobby Boss с добавлением литника от компании Звезда. Литники разных производителей разложены по разным пакетам. Инструкция выполнена в виде черно-белой книжки. Декали и лист цветной печати, на котором представлены два варианта окраски, а также схема расположения декалей на модели. На обратной стороне цветного листа мы видим схему расположения декалей с техническими надписями. Декали выполнены компанией Begemot по заказу компании ARC Models. Лист с декалями содержит варианты на два борта. Также на нем представлено большое количество технических надписей. Хочу заметить, что краски, показанные в инструкции, даны весьма условно. Имейте это в виду. Взглянем поближе на литники. Три литника компании Hobby Boss, на которых расположены основные узлы и детали вертолета. Литник компании Звезда, на котором располагаются пилоны внешней подвески. Также модель комплектуется дополнительными смоляными деталями. Это две фигурки пилотов и два блока неуправляемых реактивных снарядов. Блоки и пилоты выполнены на весьма высоком уровне и имеют хорошую детализацию. Литник с прозрачными деталями. Прозрачные детали, представленные в комплекте, в отличие от звездовских, имеют более верную геометрию. Также хотелось бы отметить неплохое качество литья, прозрачность и чистоту остекления, представленного в наборе. Давайте рассмотрим основные детали модели вертолета. Как мы видим, на основных литниках присутствует достаточное количество облоя и следов от сдвига пресс-форм. Детализацию на модели нельзя назвать ни хорошей, ни плохой, несмотря на то, что она присутствует на модели в достаточном количестве и все же является достаточно часто неверной, либо весьма условной. Например, на горизонтальном оперении напрочь отсутствует какая-либо расшивка. Отдельно хотелось бы остановиться на внутренней части половинок фюзеляжа. Мы видим какие-то непонятные и несуществующие на самом деле ребра, немалое количество достаточно грубых следов от толкателей, которые нам предстоит удалить с помощью наждачной бумаги. Аппарели, в отличие от звездовского набора, выполнены единой деталью с половинками фюзеляжа, и для любителей строить открытые модели их придется спиливать. Также придется повозиться с лопастями, потому что деление на сегменты дано внешней и достаточно высокой расшивкой, которую также придется с помощью наждачной бумаги удалять с модели, а потом перерезать ее внутрь. Детализация на рулевом винте, выполненном одной деталью, и на звездочке основного винта весьма хороша. Задние колеса в наборе представлены двумя половинками, передние – едиными деталями. При этом на колесах присутствует рисунок протектора. Также с непонятными ребрами жесткости и ужасными следами толкателей представлен потолок грузовой кабины вертолета. Со всем этим придется бороться с помощью шпаклевки и наждачки. В некоторых местах также присутствуют утяжины на пластике, как на этой центральной консоли кабины пилотов. Кресла пилотов даны едиными деталями. Неплохую детализацию имеют внешние топливные баки. Качество литья на звездовском литнике с внешними подвесками гораздо лучше. Во время постройки модели я буду пользоваться окрасочными масками
от компании CAF Models, а также 3 наборами фототравления от компании Microdesign. Обращаю ваше внимание, что фототравление компании Microdesign, кроме набора для экстерьера, выполнено отдельно для Hobby Boss и отдельно для компании Звезда.